Сегодня мы покажем, как отмечают в Грузии Новый год. Мы погуляем по Батуми днем и вечером, посмотрим, как украсили набережную и центр города. Вдоль всего Приморского парка появились вот такие подарочки. Кто бы мог подумать, что обычные кусты могут выглядеть настолько здорово и нарядно. Главную елку в Батуми собирали долго, аж до 25 декабря. Зато как здорово и оригинально получилось! Отправляемся гулять по старому городу. Тут каждый уголок – маленькое чудо. Повсюду снежинки, елочки, гирлянды. Раньше главную елку в Батуми ставили здесь, на площади Европы. В этом году ее перенесли на Приморский бульвар, к танцующему фонтану. И не зря! Досмотрите видео до конца. Мы покажем, насколько сказочно это получилось. А пока идем любоваться оформлением витрин в магазинах. Мы застряли тут почти на полдня. Настолько все это завораживает. А вот тут кажется, будто мы в Европе. Еще бы ярмарочные домики сюда поставить, было бы совсем не отличить. Мы на площади Пьяцца. Здесь установили красивую елку и натянули цветные лампочки. Это не главная елка в городе. Главную мы покажем вечером. Кажется, что в каждом кафе Батуми царит новогодняя атмосфера. Тут даже Макдональдс превратили в волшебный уголок. Когда мы встречали Новый год в России, такого не было. Может, теперь украшают? Напишите в комментариях, нам интересно. В магазинах новогодняя атмосфера царит еще с ноября. Тут продают так много украшений, глаза разбегаются. А еще у нас в подъезде, в обычном жилом доме, поставили наряженную елку. Смотрите, какая красивая! Мы погуляли днем, было красиво, но думаем, что вечером будет еще лучше. Сейчас 6 часов, и мы на бульваре Батуми. Посмотрите, как выглядят эти кубы. Сейчас в Батуми мало туристов, но город сверкает. Так что стараются тут не только ради гостей. Вы только посмотрите на это волшебство! Я тут сначала плакала от счастья, а потом не могла перестать улыбаться. Раньше мы жили в Питере. И даже там никогда не видели так много гирлянд разом. Начиная с 27 декабря в парке каждый день проходили вечерние концерты и сказочные представления для детей.
прогулялись, и это оказалось даже красивее, чем мы думали. Это так здорово! Сейчас мы пойдем посмотрим, что продают на ярмарке. Ярмарка тут не как в Европе. Никаких сувениров, товаров ручной работы и деликатесов. В одном домике продают хот-доги, в другом – свежевыжатые соки, в третьем – кофе, а в остальных – глинтвейн и чачу. В воздухе витает рождественский аромат корицы, попкорна и сахарной ваты. На сцене выступают местные артисты. А самое большое волшебство – это центральная елка и сверкающий фонтан. Он похож на новогодний салют. На фоне синего неба вода сверкает такими яркими искорками. В канун Нового года в Батуми все настолько красиво, что ощущение сказки никогда не покидает. Все кажется волшебным. От таких декораций даже дух захватывает. Если в канун праздника вы никогда не можете поймать то самое новогоднее настроение, приезжайте в Грузию. Тут оно у вас точно появится. На улице отличная погода. Днем было около 20 градусов, а вечером примерно 15. Мы долго гуляли и немножко замерзли от ветра. Поэтому решили попробовать местный глинтвейн. Ну и чтобы окончательно проникнуться духом Рождества. С таким видом еще вкуснее. Глинтвейн оказался очень вкусным.
Он стоит всего 2 лари за средний стаканчик, а в Европе точно такой же стаканчик стоит 5 евро. Сейчас мы идем гулять по старому городу, посмотрим, как украсили его. Вдоль дорог все деревья украшены синими огоньками. Получается такой светящийся коридор. Сверкают и фасады зданий. Мне очень нравится. Даже в офисах не горит свет, а елочки сверкают всю ночь. Вечером витрины стали еще красивее и наряднее. А это снова площадь Пьяцца, на которой мы были днем. Найдите кота. Каждый день с 27 по 31 декабря в центре оживленно. Повсюду звучит музыка, проходят концерты и развлекательные программы. В новогоднюю ночь все самое интересное началось в 23 часа. Но мы встречали Новый год дома, а ночью любовались салютами. Досмотрите видео до конца, чтобы сделать это вместе с нами.
Мы точно знали, что фейерверки будут, потому что никогда не видели, чтобы их так активно продавали. В канун праздника на них был огромный спрос. Пиротехникой торговали в гипермаркетах, на елочном базаре и в палатках по всему Батуми. Но если честно, мы недооценили масштаб происходящего. Нам даже не пришлось никуда идти, мы просто вышли на балкон. За 10 минут до Нового года такое началось. Фейерверки запускали по всему городу, на набережной, во дворах и даже с балконов. Мы в жизни такого не видели. Такое чувство, что каждая семья в Батуми купила фейерверк. Посмотрите, как это было! В прошлом году мы побывали в 9 странах и 17 городах. В 2020 году планируем посетить как минимум 15 стран. Поддержите нас лайком и обязательно подпишитесь на канал, чтобы путешествовать вместе с нами.